привет! С вами снова Дими. Сегодня будет комплексное видео. Мы познакомимся с юнитом Watering, облачной платформой интернет-вещей IS-Data 2 и первым мобильным приложением для нее. Создадим и запрограммируем сборку для умного орошения на Atom S3U в UI-Flow, а также научимся управлять ей с помощью смартфона. Запасайтесь семенами и двигаем в сад! Юнит Watering является емкостным измерителем влажности почвы с 5-ваттным вакуумным насосом EDLP600D12B. Главным преимуществом емкостного метода измерения над резистивным является коррозийная устойчивость щупа из-за отсутствия непосредственного контакта электрода с водой. В комплекте с юнитом идет 2 отрезка шланга по 15 см и гров-кабель. Для включения насоса используют цифровой сигнал, а для получения влажности почвы – аналоговый в диапазоне от 0 до 3,3 вольт. К отличительным конструктивным особенностям можно отнести наличие лего-совместимых отверстий для лучшей интеграции в различные образовательные решения. Хорошо, а теперь давайте перейдем в UI-Flow и познакомимся с IS-Data 2. IS-Data – это фирменная бесплатная облачная платформа интернет-вещей. Она предназначена для быстрого, простого сбора и обмена данными между датчиками, контроллерами и устройствами пользователя. На сегодняшний день IS-Data 2 поддерживает типы данных, в числе которых число, строка, массив, словарь и даже файл. Для управления данными предусмотрен встроенный менеджер в UI-Flow. Давайте запустим его и создадим набор данных для нашей умной системы орошения. Для данного проекта нам потребуется хранить 3 сущности. Первая числовая Auto. При значении отличном от 0 насос будет включаться в автоматическом режиме в зависимости от влажности почвы. Вторая сущность Pump. Тоже числовая. При значении отличном от 0 насос будет включен. И третья сущность Status. Строковая. В нее будет сохраняться состояние, в котором находится система. Теперь давайте объединим созданные сущности в Dataset. Это очень удобно для группировки данных от разных контроллеров в один домен. Отлично. Мы создали необходимые сущности и объединили их в Dataset. Теперь вернемся в UI-Flow и напишем программу для контроллера. Первым делом необходимо выполнить инициализацию экземпляров класса для созданных сущностей. Таким образом, мы сможем читать и записывать данные в облако, обращаясь к переменным. Хорошо, давайте еще инициализируем встроенный светодиод. Он нам пригодится для отображения состояния. А также подключим и инициализируем юнит Watering. Для избежания случайного запуска насоса при старте программы рекомендую явно установить низкий уровень на цифровом контакте с помощью данного блока. Это весь жизненный цикл приложения. В данном блоке будет происходить получение значения сущности Pump. Если такое значение равно 0, то необходимо принять ряд действий, связанных с выключенным состоянием системы. Рассмотрим первую ветку.
Первым делом необходимо остановить насос. Далее следует изменить цвет светодиода и значение сущности состояния status в зависимости от режима работы. Если значение auto отлично от нуля, значит это автоматический режим. Если же значение равно нулю, то ручной. А теперь рассмотрим вторую ветку. Здесь достаточно включить насос, изменить цвет светодиода и установить состояние «идет полив». Для работы системы в автоматическом режиме необходимо добавить данный участок кода. Убеждаемся в том, что автоматический режим включен, далее производим измерение напряжения на щупе, сравниваем с пороговым. Его можно определить экспериментальным образом путем погружения щупа в емкость с водой. В данном случае напряжение на сухом щупе составило приблизительно 1760 мВ, а на мокром – 1340. Если напряжение ниже порогового, то необходимо выключить насос. Осталось добавить небольшую задержку для того, чтобы вода успела просочиться в грунт. Это значение вы можете также выбрать опытным путем. Готово. Загрузим программу в память контроллера. Несколько месяцев назад мы начали разработку мобильного приложения EaseData под iOS для удобного доступа к облачным данным, легкого управления и мониторинга. Пользователи iPhone могут загрузить приложение по ссылке в описании. Для входа необходимо использовать единую учетную запись M5 Stack. После авторизации открывается экран Dashboard. К нему мы вернемся чуть позже. Давайте откроем экран Account. Здесь есть две вкладки – избранные данные и устройства. Откроем вторую, чтобы посмотреть все привязанные к учетной записи контроллеры. Нажатием на устройство откроется окно с привязанными сущностями. Их можно редактировать, удалять, сортировать, фильтровать, добавлять в избранные и подписываться. После того, как сущности были добавлены в избранные, они станут доступны в соответствующей вкладке. Здесь можно их редактировать и делиться ссылкой на чтение в формате JSON. Вернемся к экрану Dashboard. Здесь будут видны созданные приложения и все сопутствующие элементы управления. Давайте перейдем на экран «Мои приложения», чтобы создать новые. Придумайте краткое имя и подробное описание. После того, как приложение будет создано, можно открыть его для создания элементов управления. Выберите необходимые сущности. Далее привяжите необходимые элементы управления к ним. Например, для отображения состояния пригодится текстовый дисплей. Для выбора автоматического режима используем переключатель. А для ручного включения насоса используем кнопку. Сейчас все необходимые элементы управления добавлены. Настало время испытать систему в действии.
Спасибо за просмотр. Нажмите «Нравится» и «Подписаться», если соскучились по новым видео. Всего вам доброго, до свидания. STEM-контент сделал Димми, текст читал Сергей Колбинцев.